Сегодня погодка такая, посмотрите, можно фильм ужасов снимать. Все небо затянуто и туман быстро пробегает. Кто-то появился, кто-то вышел из тумана. Значит, скоро уже придет сезон дождей. Это предвестник сезона дождей. Кажется, что что-то горит. А это не горит ничего. Это туман и ветер, который уносит его. А вон, видите, мужчина бежит. Это отец ребенка отвез свое чадо в школу и решил побегать. Таких много. Но только мужчины, как-то женщины не особо спортивные здесь. Сейчас вот еще один идет. Вот это вот отец Артура, одноклассника. Тоже каждое утро пробегает несколько кругов здесь на стадионе. Спортсмен, следит за здоровьем. Я тоже хочу бегать, но как-то, знаете, немножечко стесняюсь. Привет всем, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня мы затронем неприятную тему. Мы поговорим об издевательствах над учениками в индийских школах. И, к сожалению, эту тему я выбрала не случайно. Совсем недавно мой сын Артур стал жертвой, так скажем, непонятного, странного поведения учительницы по отношению к нему. Сейчас, пожалуйста, посмотрите начало этой истории. Я должен решать. Конечно же, учительница меня не будет бить, если я буду с Еленой, да? А офицер даже не обратит внимания. Идем со школы. Я как ослик, но в принципе не только я. Вот я сейчас специально вам засняла на видео женщину-кули, носильщицу, которые зарабатывают деньги на том, что носят вообще обычно туристам чемоданы, там их вещи. А здесь, вот видите, видно, туристов особо нет, и она носит рюкзаки. То есть, видимо, родители скинулись. У нее 3 рюкзака и, там, я не знаю, может, по 20 рупий. И ей хоть какая-то денежка, и чтобы дети не таскали такие тяжести. Но вот реально такой тяжелый. У меня ребенок, где ты, ребенок? Второклассник. В рюкзаке у Артура сейчас 7 учебников и 7 толстых тетрадок по 100 листов. Ну и там еще водичка, такое все. Увесистый получается рюкзак. Старшеклассники в основном, конечно, сами носят, а таким вот деткам где-то до 5 класса носят их родители, дедушки, бабушки, мамы. У кого есть возможность, видите, даже работников нанимают. А Артур идет такой, мне сейчас фантазирует, говорит: мама, если, а вот когда я стану властелином вселенной, каким властелином ты хочешь быть, Артур? Не лучше не вселенной, а миром. Миром, но вселенная же еще больше. Это может... Толку-то какого владеть вселенной? Говорит, что толку владеть вселенной нет, хотя бы до властелина нашей планеты Земля он хочет стать. Такой очень скромный у меня ребенок. И что? Рассказывай, что ты... Я закончу войну. Когда я стану властелином мира, то вселенной никакого толка нету владеть вселенной. Я сделаю, чтобы мир был. Мы же хотим поехать в Харьков. И про школу, чтобы там все было хорошо, как в мультике. В общем, Артур смотрит какой-то мультик «Морфул», и там школа говорит, что там не бьют. А он мне, представьте, вчера говорит, что его учительница толкнула. Как она тебя толкнула, Артур? То есть, я так поняла, что здесь у нас это частная школа, здесь учителя рукоприкладством не занимаются. Но все равно могут как-то, знаете, грубо там, давай, то есть накричать и как-то знаете, как бы немножко толкнуть, присануть. А Артур такое не любит. Я, конечно же, его ругаю, наказываю, но как-то
не принято у нас в семье бить ребенка, и поэтому он, ну, как бы не понимает вообще, в принципе. Но я сама тоже считаю, что, ну, какое право учитель имеет бить. Если что-то ребенок не слушается, вызывайте родителей, отводите к заучу, разбирайтесь. Но бить чужих детей, это вообще, мне кажется, уголовно наказуемо. А здесь, вот в Индии, Парам говорит, что особенно вот в таких вот, good morning, в государственных школах рядом с учителем лежит палка, которой он может бить ребенка. И даже родители не против этого. То есть родители сами многие говорят, да, вот если мой не слушается, можете его там палкой по попе или по пальцам. И так они вот и делают. Что если Парам мне говорит, что даже некоторые родители специально учителям дают разрешение, такие вот меры воспитания. Господи, как пить хочется. По дороге всю воду выпили. Артур тоже на занятиях всю свою баклажечку выпил. Смотрю на лошадей и завидую. Кстати, вот вы меня спрашивали насчет собак. Вот вы видели, лошадям специальные такие вот емкости поставили с водой. И для собак тоже стоят, и для обезьян. Я постараюсь вам снять и показать. Ну, мы сейчас возле своего отеля не ставим, хотя раньше тоже ставили. Просто помните, такой был случай, когда собаки прикормили, в общем, мы сильно наших бездомных собак, и они стали наглеть. Когда они подрали у нас диваны, нагадили. В общем, теперь мы им еду даем где-то подальше. Вы видите, какая я вся мокрая. Вся вода из меня выходит. Сейчас, вот после того, как закончился локдаун и Артур пошел во 2 класс, у него поменялась учительница. Точнее, раньше была у них одна по всем предметам, а сейчас их много. И вот эта вот учительница, которая как раз его толкнула, она как раз классная руководительница у Артура и ведет у него несколько предметов. Как вообще такая вроде бы как с виду учительница молодая, симпатичная, замужняя, вроде бы как счастливая, нормальная, удовлетворенная женщина. Вот почему, откуда у нее вот такие вот желания так вот изощренно, жестоко наказывать своих учеников? Ладно, ближе к делу рассказываю, что же конкретно произошло. Значит, Артур, когда уже успокоился, говорит: мама меня сегодня наказала учительница за то, что я не сделала домашнюю работу. Я думаю, как обычно у нас за это наказывали, там, в крайнем случае, там, плохую оценку ставили. А Артур говорит: меня и 2 еще мальчиков, которые тоже не выполнили это домашнее задание, она заставила сидеть на полу до конца урока. Вы представляете себе, посреди класса сидеть детям на полу? Это маленькие 6-летние дети. Это вообще просто какой-то ужас. И причем еще по поводу домашней работы, кстати, вот он ее, действительно, он не сделал домашку эту. Но это произошло по моей вине. Она задала написать от 1 до 1000. Мне Артур, когда показал эту домашку, я думала, может быть, Артур что-то неправильно понял, может быть, она имела в виду как-то постепенно, то есть, вот эту вот работу нужно выполнить в течение нескольких дней. Я говорю, давай напишем от 1 до 400. И то он, знаете, это тяжело, там же еще кроме этого еще кучу всего задают. И вот это вот сидел, писал, у него уже рука устала. Оказывается, надо было написать от 1 до 1000. А я еще удивляюсь, говорю: Артур, а почему, неужели, как это вообще, другие дети все такие послушные, за вечер все это написали. А потом я узнала, что, оказывается, здесь детям помогают родители. То есть мама там, может, ребенок там сколько-то написал, а основную часть работы выполнила мама. Но я думала, что, зачем я буду помогать ребенку, пусть он немножечко отстает, но пусть делает сам, пусть это все будет как-то по-честному. Но выходит, что нет. Теперь я уже поняла, что нужно вести себя так же, как и местные родительницы. What do you want? Чтобы... I want make homework. Homework you want make? Yes. Wait, mama give you. Артур уже такой зашуганный у меня по поводу домашки. Он реально боится теперь, что если он в следующий раз не выполнит, то опять будет наказание. Как бы вы поступили на моем месте? Я уверена, что если бы это произошло у меня на родине, то я бы совсем по-другому поступила, не так, как здесь. А здесь мы решили не ссориться.
Я понимаю, что здесь совершенно другие правила, и мы здесь, ну, наша семья, особенно я и Артур, здесь и так, как бельмо на глазу, и, ну, не хочется усугублять еще хуже положение наше. Ну, конечно же, сразу же после того, как Артур рассказал, Парам позвонил этой учительнице и общался с ней вежливо. Попросил ее, чтобы она более внятно объясняла, что она хочет, какую домашнюю работу Артур должен выполнить. Объяснили, что он ребенок, он может не запомнить. И дали ей понять, что вот такого рода наказания для нас неприемлемы. Еще кое-что произошло сегодня. Я вот сейчас это снимаю, уже 2 дня прошло с того события. И вот еще сегодня Артур тоже мне рассказывает по дороге, когда мы шли обратно домой. Одну историю, но сейчас уже, видите, весело. Но все-таки после разговора... Ну да, но я эту историю чуть-чуть расскажу. Ну, значит, я боюсь эту учительницу, да. Ну, вы, наверное, знаете, что я боюсь. У нас сегодня какой-то мальчик не писал что-то. Она, потом эта мисс, взяла такую палку, ну, маленькую палку. Я думала, что она мне показала, а оказывается, она мальчику показала. Так вот, и я спрятался за партой. Ну, давай подробности опустим. В общем, ты там под партой сидишь, Ну и да, что ты видишь? Я вижу смеющий рот. Смеющийся рот он видит. Ну да, и она вот так посмотрела в щель. This is not for you. Так, В общем, что, мол, расслабься, Артур, не по твою душу я подошла с огромной палкой. В этот раз тебе ничто не угрожает. Да, но она все равно мне не повредит, эта палка. вы какой Она просто поломается об меня, и ничего не У тебя произойдет. крепкая голова, да? Тебе не страшны ее Но палки? если не на голову. Ой, раньше, давным-давно, а сейчас уже, конечно, везде в нормальных странах уже такие методы не применяют. А здесь, в Индии, видите, до сих пор с палками, детей сажают на пол. И потом она показала кулак, что, мол, ты что, меня боишься? Я твоя родная учительница. Ладно, конечно же. И она еще этого мальчика, ну, другого мальчика не побила. Она просто ему показала палку. Напугала, Ну ну, да, слава богу. А меня даже не тронула. Ну, просто этого мальчика она накричала сначала, а на меня она не накричала, вообще не накричала в тот день. Да, и еще такой момент. По телефону учительница объяснила Параму, что, мол, такие методы она сейчас выбрала, потому что дети очень сильно обленились после локдауна, не хотят писать, не хотят делать домашнюю работу, и она считает, что только таким способом она может их привести в тонус. Оно интересно, Парам. And what about you when you were small? Oh, when we are small, that time beat teachers in stick You? like this. Oh, many Big times. stick? Yeah, yes, they will. Вы представляете? Тогда не только запугивали палкой, а реально били. How they beat for hands, ass, like по попе, this, по рукам. Hands. По рукам вот так вот они ставили руки, и учитель подходила и палкой била вот по ладошкам. After 7th, they not beat anyone. После 7 класса, Да, ну, before. наверное, не после Maybe 7-го, maybe 1 to they 5th. upright. Когда уже дети более в старшем возрасте могут сдачу дать. Ну, вот эта вот история, которую я вам рассказала, то, что произошло с моим сыном Артуром, это еще цветочки. К сожалению, в Индии происходит что-то страшное. Мне однажды попалось видео о том, как учитель издевается над ребенком. Я даже не смогла досмотреть это видео. Настолько страшное, ужасающее зрелище. И сейчас Насим расскажет нам свою историю, что произошло с ним в детстве, что повлияло на его судьбу. बचपन में स्कूल में तेरे को टीचर्स मारता था ना? कैसा मारा था? इसके लिए मैं नहीं आता था कसम क्या कैसा क्यों मारा? ऐसे कर रहा है अरे आर्तुर को मारा ना मिस परसों आर्तुर को मारा Насим, наш повар, рассказал о том, что с ним произошло в 3 классе. Как и большинство мальчишек, он баловался на уроках, иногда прогуливал занятия, убегал с последних уроков играть с пацанами в крикет. Однажды учитель попросил маленького Насима сбегать во двор школы и найти палку, да такую, чтоб покрепче и потолще. 9-летний ребенок захотел услужить своему преподавателю, раздобыл самую прочную палку.
но совсем не подозревал, что так старательно искал инструмент наказания для самого себя. Учитель со всех сил несколько раз ударил этой палкой ему по рукам, да так, что пошла из пальцев кровь. तू स्कूल नहीं गया मैं नहीं गया गया नहीं सच में क्या स्टोरी बता ना इसका क्या स्टोरी Насим нам рассказал, что в тот момент он испытал такую злобу, такую ненависть к своему преподавателю, что решил ему непременно отомстить. На следующий день он кинул кирпич в школьное окно, как раз рядом с учительским столом. И после такого отчаянного поступка он сам решил в школу больше не ногой. Ну, иначе бы его и так выгнали. सेठ बताता नहीं स्टोरी सेठ कितना बताता У них в деревне не было других учебных заведений, и у родителей не было возможности возить Насима в другую школу. В итоге с 10 лет он начал работать. Сначала он помогал родителям в поле, потом переехал в Мумбаи, ну там он кем только не работал. А сейчас всеми силами Насим старается помочь своему младшему брату Насибу, дает ему деньги на учебу и, как наставник, следит за его успеваемостью. Надеется, что хоть кто-то из его семьи выбьется в люди. Да, друзья, получается, что не только родители, но и учителя, причем в большой степени, влияют на нашу последующую жизнь, на нашу судьбу. Хотя Насим очень умный, перспективный. Видно, что он мог бы добиться многого. Но вот, можно сказать, вот какой-то учитель сломал ему жизнь. Да, печальная, конечно, история. Насим, угощайся. This is jackfruit. One. Не-не-не, всю тарелку не дам, только один фрукт. Как, кстати, вы любите джекфрукт? Это такой особенный, необычный вкус. Я когда первый раз попробовала, мне не зашло, а во второй раз тоже не зашло, а на третий, четвертый я уже просто не могу, его просто обожаю. Вот сейчас сижу, жду, когда я с вами договорю и буду есть. Хусейн стесняется. Только что он нам тоже рассказал историю. Артуша, тихо, пожалуйста. Тоже стал жертвой насилия. Ну, давай, рассказывай, Хусейн. Окей, Парам, you explain. Представляете, у него до сих пор есть шрамы. Ну, уже почти не видно, но все равно. 5 children 5 friends all gone in school В 5 классе это произошло. Учитель вот так вот избил 5 мальчиков, и в итоге они все покинули эту школу. Боже мой, вот это из-за этого, что эти ребята пошли в туалет и, заигрались. То есть повод у них был пойти в туалет, а сами где-то играли вместе. И потом, когда вернулись, учитель на них набросился с палкой и, вот видите, как следует отлупил. Представляете, Хусейн еще и защищает, говорит, этот учитель вообще в принципе хороший, говорит, чтобы, как бы это мы сами виноваты, он считает, что заслужили. Это он сейчас уже в своем возрасте это как бы понимает. В итоге 12 лет Хусейн стал работать. А так бы учился бы, может быть, действительно какую-то получше бы себе работу нашел. Когда я была маленькой, когда пошла в 1 класс, мне тогда было 6 лет. И я вот помню, как на переменке я бегала по классу, и учительница меня наказала. Она поставила меня в угол. И представьте себе, даже тот факт, что я до сих пор, мне уже, сколько лет прошло, даже я не хочу говорить, но, в общем, прошло очень много лет, но я до сих пор помню, как мне в тот момент было стыдно, как мне было обидно. И пронесла я всю эту грусть через столько много лет. Поэтому вот я хочу вам, учителя, которые меня смотрят, тоже, чтобы были внимательнее к своим подопечным.
Значит, друзья, мне не хочется, чтобы у вас оставался плохой осадок от просмотра моего видео, и не хочется, чтобы вы сделали вывод, неправильный вывод, решили, что в Индии все учителя это какие-то сплошные изверги. На самом деле это не так, очень много хороших, достойных. Так, ну а сейчас, друзья, я предлагаю вам посмотреть интересное видео. Сегодня утром мы вместе с Артуром побывали на занятиях йоги, по йоге. Это очередная акция. В прошлом году у нас проводил уроки йоги бесплатно, 10 занятий Байвин. В этом году это девушка, она тоже местная. Вы увидите, сколько много людей пришло позаниматься бесплатно йогой. И сколько много... Артур мне сейчас помогает снимать, он всегда нажимает кнопку, выключает. Ну, Артур, не надо, я еще не дорассказала. Хочу, чтобы вы обратили внимание, сколько много детей пришло. И это выходной день в субботу. Вместо того, чтобы спать, дети, ну, естественно, по инициативе своих учителей, которые заботятся об их здоровье. Да, кстати, мой сын Артур тоже умничка, иди сюда. Да. Я думала, утром, когда проснемся, когда мы проснулись в 6 утра, думала, он скажет: мама, никакой йоги, я хочу спать. Нет, сынок встал, умылся и побежал. Дубль 3. Спать не хочется, Артур. Сегодня 7 утра. Мы, естественно, раньше проснулись, чтобы сюда добраться. Но мы ничего, только умылись, оделись и сразу же побежали. И вот смотрите, что здесь происходит. Вот Ниха ходила с первого дня. आपल्या शरीरामध्ये काय सकारात्मक परिणाम आपल्याला जाणवतायत. इतके ताण आपण याआधी कधी घेतले? स्पेशली एखाद्या पार्टवर आपण असे ताण देतोय का याकडे लक्ष द्या. संत श्वसन. 6 अष्टांग नमस्कारासन. 7 भुजंगासन. Моя любимая йога-асан, шавасан. दोनों पैरों में गैप रखे. एडियो को अंदर, छोड़ो को बाहेर. तासेला आतमध्ये आणि चौड्यांना बाहेर. बंद. दोन्ही हात असे ठेवायचे. palm facing up. हल्के से एल्बो को कंधों की रेशा में सीधा करें तभी. Представьте, уже закончилось. Вот этот вот мужчина говорит детям, кто скажет название, кто запомнил название какой-то асаны, получит в подарок шоколадку. Но правда завтра шоколадку получит. Но все равно идея хорошая. Сейчас у нас будет практика смеха. Но я снимать не буду, вот, но сейчас типа репетиции, вот так вот надо будет хохотать, подходить друг к другу и хохотать. Дети уже все разошлись, остались вот только взрослые. Нас занимались йогой, бодрые, веселые, с утра пораньше, решили еще на обратном пути заскочить в парк. Артур, иди сюда, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Ну что я скажу, мам? Ну, не так, как ты думаешь. Не совсем хорошо и не совсем и плохо. О, боже, философ. Ну, в общем, Артуру, похоже, было нудновато, знаете. В принципе, классно, атмосфера хорошая, на улице много людей, прохладно с утра, но немного нудновато. Мы привыкли заниматься интенсивной йогой, а тут получается, что один асан сделал и 5 минут какой-то болтовни, расслабления. Ну, вот, наверное, это больше подходит для начинающих. Вот вы видите, даже Артур чувствует, что ему не хватило физической нагрузки. Артур тоже свалился. Хотел пресс покачать и свалился. Ну и мне тоже. То есть, понравилось, все классно, но вечером будем с Нихой заниматься. У нас сейчас фитнес и плюс еще йога и зумба. Ну, у нас вот мы такие вот себе программы устраиваем каждый день разнообразные. О боже, нас атакуют! Нас атакуют с Нихой, вы посмотрите. Ниха такая же трусиха, как и я. Вот веду, Ниха. Вот это позанимались сегодня. Ниха закрыла. Все, мою водичку выпили. Пошла вон уже. Все, бери баклажку с водой и уходи. Дай нам заниматься.
Миха побежал. Ой, иди! А! Ты посмотри! Это уже перебор. Парам! Парам! Fast monkey! Хусейн прибежал. Ну это вообще, вы видели, она еще на Артурке ноутбук позарилась. Что она вообще думала с этим ноутбуком делать? Вот это да. Все, Хусейн разобрался, позакрывал окна, пошел. Вот в таких вот экстремальных условиях мы занимаемся. Все, продолжаем, как ни в чем не бывало, делать нашу физкультуру. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.